Ребяшки, нихао, как говорится, приветствуем вас в шоуруме китайской мебели. И вот вам пара интересных цифр. Этот диван плюс вот этот диван и два кресла – это реплики итальянского бренда Visionaire. Стоимость в Европе около 100 тысяч евро. Здесь, в Китае, они стоят 8 тысяч евро. И еще интересно, прошу сюда. Это все тоже китайская мебель, которая в Китае стоит намного дешевле, чем в Италии. Реплики мебели Baxter, но самое интересное, что сегодня, ребятки, мы с вами посмотрим, как вся эта мебель делается. Посетим с вами китайский мебельный завод по производству реплик итальянской и французской мебели. Что к чему, обзор, поехали. Ребятки, с нами сегодня снова Николай. Николай, салют. Ева, Салют. Ева, привет. Итак, где мы находимся, господа? Мы сегодня находимся на фабрике, которая занимается производством люксовых реплик. Так. Это идентичные модели один к одному знаменитых итальянских брендов. Ага. И мы сегодня посетим шоурумы и фабрику, Да. посмотрим, как эта вся кухня выглядит изнутри. Наконец-то. Мы тут уже минут 10 находимся, я пытаюсь сопоставить вот это все с тем, что мы видели на выставке. Это китайский диван. Это китайский диван, полностью китайское производство. То, что мы увидели на выставке, это больше были какие-то очень простые модели. То есть здесь даже еще в этих условиях, которые на первый взгляд не выглядят как какая-то элитная фабрика, Да. здесь даже круче делается. Да, причем это фабрика, на которой работает более 1000 человек. Босс только один, и построил он эту компанию всего лишь за 5 лет. И это одна из сотен или тысяч Фабрик, Тысяч которая фабрик. занимается профессиональным производством итальянских реплик. Заходим, давайте. Пойдемте. Давайте, видите. Мы сейчас находимся в цеху по обработке древесины, и здесь они также занимаются шпанированием. Ребятки, шумновато, но и также у нас так получилось, на Еве нет микрофона, поэтому она не только для красоты, да, но тоже так Она будет будет выступать. говорить. Хорошо. Значит, по порядку. У меня уже масса вопросов и впечатлений. Но первое, на что я обратил внимание, это условия работы. Пахнет клеем, довольно пыльно. Мы показываем все как есть. Ага, Что, да, честно мы говоря, ничего не удивительно. скрываем, да. То есть мы точно можем все это показывать. Конечно, мы можем Вы все не это боитесь показывать. вот- да. Большинство заводов, они правда внутри выглядят именно так. Они все вот такие. Да, конечно. Здесь, конечно, есть система вентиляции. Она проходит по всему Осторожно. зданию, она установлена и на окнах. Но все равно, конечно, особенно в цехах по обработке древесины, когда накладывается какое-то лакокрасочное напыление, химия в воздухе, она будет присутствовать. Поэтому Да. большинство работников, они обязаны одевать маски. Но, тем не менее, не все носят маски. Но Вот конкретно девушка работает, да? Ты сказал про химия присутствует в воздухе. Да. Я стоял вот здесь в 2 метрах, я прям чувствую лак в носу. Мы здесь находимся 20 секунд. Ага. Люди здесь годами работают. люди здесь годами работают, но, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Все работают в масках. И Да. процесс шпанирования, конечно, здесь присутствует лак. Если наложить утюгом, он может в итоге отклеиться. Поэтому первый слой лака, либо клея, он должен присутствовать в любом случае. Соблюдать санитарию, особенно в цеху, где постоянно присутствует пыль и опилки, это, конечно, будет немножко тяжело. Особенно на полу. Но каждый завод еженедельно проводит чистку. И сегодня как раз у нас пятница, последний Да. день, когда завод находится в пыли и в грязи. Сегодня вечером каждый завод в основном начинает уборку помещений, Ага. и убирает всю пыль, опилки, выводит все. Если бы мы начинали ту же самую съемку этого завода в понедельник, то он был бы, конечно, намного в разы чище. Окей, это важное замечание. В понедельник будет чище. Но по пятницам тут тоже люди работают. Показываем все как есть. Да. Что здесь происходит? Это Здесь- самое начало, я так понимаю. Здесь да? немножко разрозненный такой цех. Здесь работают с разными видами шпоны. Девушки шпанируют продукцию. Давай вот все термины шпанируют. Термин шпанирование. Что это означает? Накладывание шпона на древесину. Здесь представлена фанера, на которую уже накладывается шпон. Это, скорее всего, Минотти кровать. У Минотти есть коллекция, которая называется «Бразилия». В этой стилистике они выпустили коллекцию диванов и кроватей, которые покрывают темным шпоном. Так. И этот шпон выделяется именно в этой коллекции. Поэтому я на процентов 90 уверен, что это у нас
продукция Minotti здесь. Minotti это тот бренд, который тащит всю мировую люксовую мебель на Да себе, ладно? конечно, да, во всем мире. Это копии Минотти или это оригинал? Это копии Minotti. Это копии, это реплики, вот, да, это реплики да. делаются. Это... А фабрика Минотти так же выглядит? Фабрика Minotti изнутри, мы не там были не там? были. Надеемся, когда-нибудь сможем ее посетить. В каком виде приезжает сырье исходное? Самые исходники, вон через окно можно посмотреть, что там находятся вот доски, мы можем пройти через Давай, этот цех. давай. Видите, установлены специальные Ё-моё. вентиляционные насосы. Да. Эти насосы стоят приблизительно от 1 миллиона до 2 миллионов юаней. Офигеть. Плюс эту систему еще нужно провести на весь завод, чтобы это все максимально хорошо функционировало. Но, Да. как вы можете заметить по опилкам, даже этого не хватает. Да. Поэтому присутствуют еще специальные вентиляторы, которые выдувают всю эту грязь через помещение. То есть видно, что оно полностью у нас Понятно. продуваемое. Это сырье. Да, это у нас Вот сырье. доски приехали. Они их получают из каких стран? Получают из разных стран. То есть это Северная Америка, это Финляндия, это Индонезия, это Африка. Все зависит, конечно, от древесины, с которой работает производитель. Дерево грецкого ореха, красное дерево, дерево темного ореха. Да. Они везутся все из Северной Америки. Если у нас... То есть это американское сырье. Не обязательно. Это у нас чаще всего выходит это сосна. Сосна у нас везется из Финляндии. Говорили в комментариях, что с России везут. Нет, да, многие, конечно, говорят, что все сырье китайцы везут из России. Правда. Да, типа Многие наши леса производители вырубают, да. покупают сырье, покупают леса российские, но на международном рынке, по международным стандартам, у нас, правда, некоторые породы древесины считаются не самого высшего сорта. Итальянская фабрика, она как раз использует именно финское дерево. Финское дерево. Потому что оно намного устойчивее и намного прочнее, чем Северная древесина. наши, допустим, та же самая российская сосна. А китайская древесина используется? Очень мало. Китайцы свои деревья пилят вообще? под Очень мебель? мало. А почему? Очень мало. Ну, я так понимаю. Разнообразие здесь. И некоторые породы древесины, они просто не подходят для создания мебели. То есть они могут ее использовать на другую продукцию, Понятно. но точно не для мебели. Хорошо. Второй этап. Оно приехало. Кому Дерево нужно? должно проветриваться. Оно должно впитать в себя влагу, сухость. Ага. И если появляются при этом дополнительные какие-то микротрещины, от них уже аккуратно. Техника безопасности. От них нужно уже избавляться. Но чтобы проветривалась древесина, нужно приблизительно от 15 до 30 дней. Древесина просохла, оно уходит вот Древесина туда. просохла, у нас есть пилы, которые у нас занимаются распилом, либо склеиванием для, допустим, для каркаса. Что вот это? Это может быть часть какой-нибудь тумбочки прикроватной, это может быть изголовье, низ дивана, это может быть подлокотник какой-то дивана. То есть все зависит еще и от модели. То есть в Китае за счет того, что много рабочей силы, тут больше используется вот такой ручной труд. Есть заводы, которые используют более автоматизированное оборудование, которое работает, например, с металлом. И там уже специальный робот, он выбирает металлическую конструкцию, может сгибать по определенному градусу и сваривать некоторые стыки вместе. С деревом, конечно, тут не получится. Это больше ручная обработка каждого элемента, и в дальнейшем их уже мастера скрепляют воедино вместе, образуя каркас и накладывают обивку. Обратите внимание, что надписи это все китайские. Разных стран оборудования, это может быть и немецкое производство, и китайского производства, и японского. Это что такое? Он отпиливает уже? детали для ножек уже, да. Уже узнаваемые какие-то фрагменты. Это что за дерево? Ясень. Ясень? Это у нас А как ясень, ты так да. определил? По цвету дерева, по Прикольно. текстуре. Это очень крепкая древесина, она прослужит долго, никто никогда не жаловался. На заводе Минотти в Италии ножка такая же, как будет выглядеть так же или как-то по-другому? Все Она должно будет выглядеть красивее, так же, качественнее. потому что иначе это бы не называлось бы реплика. Несмотря вот на вот это все, вот это на выходе будет то же самое. Хоть там у них какой-нибудь красивый станок, конечно. красивая форма, а на выходе все равно такой же В результат. Китае очень много заводов, которые занимаются производством мебели. И, конечно, некоторые делают максимальную реплику, приближенную к оригиналу, а некоторые могут слепить просто тяп-ляп по более низкой цене. То есть мы И- сейчас еще на таком приличном месте находимся. Да, мы сейчас находимся в очень знаменитом заводе в Китае, причем он работает с очень знаменитыми китайскими дизайнерами, которые работали в коллаборации также с итальянскими брендами. Это очень важно, кстати. Сама Италия уже одобрила, грубо говоря, эти модели. Италия это одобряет. Ну, почти что. Почти что. хорошо.
Что у нас дальше Вот идет? мы сейчас Что видим уже О! каркасы скрепленных Ага. деревянных элементов. Минотти оригинальные. Внутри также выглядит. Все каркасы диванов чаще всего выглядят одинаково. То есть у вот. нас используется в каркасах чаще всего это массив натурального дерева, либо у нас используется фанера. Я, конечно, не спец, и может быть это не важно. Но как будто это не очень клево и красиво и правильно. Это вот только это всё. первая стадия. Некоторые места будут, конечно же, шлифовать. Ага, это Но- грубая такая, черновик пока. Да, но видите ли, когда вы работаете с деревом, осколы, которые не повреждают саму базу, грубо Да. говоря, сам каркас, с ним можно использовать и работать его в дальнейшем. На заводах в Италии также работают Также? с такой древесиной, и разницы никакой нету. Причем они работают совершенно разными формами. Да, это это? уже идет каркас от знаменитых Минотти Кресла, да? кресла. Очень красивое исполнение, начиная от элегантной ножки и переходящие вот в такие вот уже глубокие узоры. Слушайте, правда как-то вот здесь уже поприличнее все. Здесь, конечно, работают с фанерой, потому что это относительно гибкий материал. Соединяется вместе, и он уже придает вот такие вот формы. Опять же, я не специалист, но мне прям нравится, как, вот что я вижу. Идеально параллельно вот эти линии сделаны. Мгм. Ну все аккуратненько. И Да. как-то вот уже Минотти. Да, уже Уже- чувствуется Италия, да? Кстати, вот можно посмотреть, как вот шлифует Тот так же, самый так, да. мистер Ли. Да, тот самый мистер Ли. Прям стружка в глаза летит. Да, здесь, потому что мы сейчас продувается именно вот с этой это тут части. носить. 60-70% Китая, внимание, это вот, это работяги, это люди, те- которые работают. Это люди, которые работают даже не по 7, не по 8, по 10 часов ежедневно, с понедельника по воскресенье. То есть даже в субботу, воскресенье они работают. Да. Это некоторых даже выходных нет. Производство в основном работает с 7:30 либо 8 утра. Так. Работают приблизительно до 11:30 утра. 7 утра начинают, Да. до 11:30. Да. Работают. Так. Затем перерыв у них относительно долгий, с 11:30 до 2 часов дня. Что они чтобы делают 2,5 часа? они могут выспаться, потому что все работники чаще Где? всего живут возле Рядом. завода, либо в общежитиях, которые находятся на территории завода. Ага. Они могут в течение 5 минут добраться до своей квартиры, за полчаса покушать и 2 часа выспаться, затем за 5 минут доехать до завода и опять начать работу. Дальше? Работают они дальше с 2 до 6. Так, Это еще дополнительно 4 часа, да? Затем у них перерыв с 6 до 7, они Так. могут поужинать и начинают дальше работу с 7 до 9, либо с 7 до 10 вечера. То есть с 7 утра до 10 вечера они так или иначе работают. А живут-то они когда? Когда они, Они там детей в садик водят, в парк гуляют. Вот, к сожалению, играют это дома. правда Китая в том, то, что большинство предприятий, работяг, они не с этой местности. Они все приезжают с других далеких провинций, Деревень. особенно с севера, да, Да. с деревень, где очень низкие заработные платы. Здесь минимум стандартная зарплата, они могут получать это 4000 юаней, 3500-4000 юаней. Стандартный работник. Вот этот человек сегодня работает с 7 до 10 вечера. Возможно, без выходных зарабатывает 3500. Да. Каждый завод обязан купить страховку на промышленную травму. Да. То есть, если что-то случается с сотрудником, он получает какую-то травму, завод возмещает полностью все. Лечение, выходное пособие и даже происходят дополнительные выплаты. Это довольно грустная история. Но это, да, конечно, Это довольно реальность. грустная история, но заметьте, Однако, Однако. есть Индия, есть Пакистан. да, вот я хотел про это сказать, то, что Вот. большинство компаний, европейских и американских, они даже на эти условия уже не готовы работать. Очень многие европейские заводы и американские заводы, они правда начали закрывать свое производство на территории Китая и переносить их в более дешевые страны, во Вьетнам, в Африку, Да. Индонезию. Сейчас Китай очень сильно перестраивается, что повлияло на то, что многие даже китайские компании, им приходится вывозить свое производство в тот же самый Вьетнам. Потому что, чтобы Интересно. конкурировать на этом рынке, то есть сколько заводов выпускает мебель, но мы должны постоянно быть в потоке, да, каждый завод должен обеспечить своей продукцией не только Китай, но и все другие страны. Ага. Как это обеспечить? Это постоянная нагрузка и постоянное У производство. меня прям пыль летит просто в нос. Да. Извините. 我们在一直在拍，一直在拍。 Продолжаем. Мы уже видим какие-то готовые. Да, мы готовые видим уже конструкции.
некоторую продукцию, как она выполнена на финише. Ну, конечно, здесь нужно обрабатывать еще маслами, красить, что-то шлифовывать, что-то убирать еще дополнительно, убирать вот эти вот осколы Стол, который здесь произведен, насколько он дешевле оригинала? в разы. Это Конкретно вот этот До вот. 10 раз можно тратить. Сколько? До 10 раз. оригинал Минотти, выполненный из древесины. Скорее всего, здесь установится сверху столешница еще из натурального мрамора. Но я думаю, от 10 тысяч евро как минимум. Это вот те, которые мы смотрели с вами тогда. Да. Ого! Это у нас натуральный мрамор. Если мы покупаем какой-то определенный итальянский бренд, ну, наверное, 30 тысяч долларов. Чего? А здесь 2000 евро, скорее всего. 2000 евро. 2000 евро, все зависит от слэба мрамора. Ага. Самое главное, конечно, в цене. Если Ну, мраморный стол. Да, то есть если это мраморный стол, рисунок мрамора, это будет стандартный белый мрамор, Да. либо это будет кварцит Пандора, который тоже очень дорогой. Что-то на богато. считается. И важный вопрос. Вот Ева, значит, озвучила вначале. Если вам люди звонят в компанию «Глобус», говорят, хотим 10 мраморных столов, которые там 10 тысяч евро, а здесь 2000 евро. Сколько это там в условную Москву доставить стоит, привезти? Ну, доставка, Примерно. Доставка обойдется примерно в 15-20% от всей стоимости. 15% это только доставка или с вашими услугами, или это вот финальная стоимость? хотя бы? Финальная стоимость за доставку. А, да. финальная, то есть Да, это прямо учитывая ваши отсюда уже услуги. до- Причем здесь не входит не только доставка и все таможенные услуги, которые обеспечивает наша Да. компания. И люди получают партию из 10 столов уже к себе в ресторан в Москве. Да, А если 100 столов, скидку делаете? делаем. А, хорошо, отлично. Нравится, да, нравится. Здесь что происходит? Какое-то чудо, все белое стало резко. Да, это один из первых цехов покраски. Это основной слой, на который уже в дальнейшем будет прокраска другого цвета, либо накладывается обивка, например, из кожи. Кстати, очень выдающаяся знаменитая модель. Да, они тут две представлены. Кресло бренда Bugatti. Серьезно? Да. Ребятки, смотрите, Бугатти в углу стоит. Причем это одна из самых знаменитых его коллекций. В Италии очень много заводов, которые изначально занимались производством машин, либо как-то были с ними связаны, и потом открыли направление производства мебели. Это знаменитый Астон Мартин, это Есть диваны Бентли, Астон Мартин, да, Мартин, Бентли. Бентли, Бентли. Ламборгини. а табуретки есть у них? Что еще раз? Табуретки. У них есть все. Сколько оригинал стоит? Бугатти оригинал от 30 тысяч евро. От 30 тысяч Я не евро. поблизости. 30? 30 тысяч евро. А здесь сколько? Смотря в какой обивке, если текстильная обивка, либо как оригинал, будем сравнивать с кожей, например, ну где-то 2500 евро кресло. Плюс 15% и оно... И оно у вас дома. Ой, но то, что мы сейчас вот это все озвучиваем и показываем, что есть же оригинал за 30 тысяч, а вот мы вам тут сделаем за 3 тысячи. Это вообще нормально? Ну, как Так, сказать, как, по общемировым меркам Китай нормально? это очень интересная страна. То есть, например, в том же самом Китае не действует документация, открытая на дизайн-патент в Европе. Допустим, та же самая компания Bugatti, Да. она открыла дизайн-патент на свою продукцию, но он уже не действительный в Китае. То есть, грубо говоря, все, что мы видим здесь, это по китайским законам законно. Никто сейчас здесь не нарушает закон. Есть в Китае такая фраза «я вижу на один глаз, но один глаз у меня закрыт». Это очень интересная фраза, да, когда ты вроде видишь, но стимулировать такие города, конечно, для производства нужно, потому что если производить просто свою дизайнерскую мебель, а таких в Китае тоже очень много, которые делают свой собственный дизайн, совершенно ни на что не похожую мебель, но развивать рынок, развивать фабрики, развивать это направление в Китае нужно. И в какой-то степени, возможно, даже правительство Китая стимулирует и поэтому не вмешивается в поток производства этих предприятий. Это любопытно. Слушай, клево. Прям каждое углубление идеально повторяет следующее. Да, прокрашено и зашлифовано. Конечно, здесь есть места, которые еще не обработаны, но в итоге, в дальнейшем, мастера это все будут дополнительно закрашивать. То есть вначале мы там немножко смеялись, ходили, а тут тоже не смешно. Да, конечно, Уже это была какие-то формы первая красивые. стадия обработки. А это у нас лакокрасочные кабины, где Вау. установлены водяные завесы. Да. Длинные завесы. Здесь используется красочное опыление.
И опыление Вообще идет... дышать нечем, Коль. Что еще раз? Тут вообще дышать нечем. Да, но я так понимаю, то, что на данный момент... Я что-то сомневаюсь, что нам тут стоит находиться. На данный момент водяные завесы работают не в полную силу, потому что здесь работа не ведется. Вот оно покрыто уже, Да, всё? да. Уже добавляется этот глянцевый эффект на поверхности. Ну и, конечно, водяные завесы, они всегда должны быть на каждой фабрике, чтобы вся пыль и вот эти вот микрочастицы химии, они оставались в воде. Затем через фильтры они пропускаются, и вода становится опять чистая. Это очень дорогая система, и на многих заводах ее просто нету. Затем нужно искать компанию, которая будет еще утилизировать эту воду, а это стоит очень больших денег. Вот нам такая масочка нужна. 他们每次在这个期间，他们都是必须得戴类似的这样的口罩，对吧？Да, они в этих помещениях обязательно должны одевать именно такую респираторную маску, не стандартную. Да. Это что? Это сейчас женщина шлифует все места, все соединения, если где-то на стыке торчал клей, например, либо были какие-то мелкие занозы, она сейчас все вручную наждачкой должна зашлифовать. Это все не автоматизированное производство, а человеческий труд. А Это на также итальянских очень заводах? важно. Точно так же. Так же? Все работают своими руками. И причем можно заметить то, что на некоторых изделиях очень тяжелые вот такие изгибы присутствуют. Вот даже посмотрите на этот стол, где идет ножка с изгибом, кстати. столешница с изгибом. Здесь все полностью с изгибом сделано. И даже не подумаешь, что дерево это настолько твердый материал, но можно добиться таких результатов. А что-то какая-то большая территория. Я думал, Большая какая-то сарайчик небольшой, а мы все идем. Да, идем, причем идем. Там вон здесь еще у нас какие-то цеха. Цеха по покраске были. Вот, кстати, тоже очень много таких изделий. Это у нас лакокрасочные цеха. Разводят краску, да. Причем одна из очень востребованных должностей на заводе – должность человека, который смешивает цвета. Потому что если цвет получится неправильный, то и в итоге изделие будет не по цвету, который выбрал заказчик. либо TikTok клиент. видела? Когда... Ты тоже видел, да? Это у нас цех, где происходит шлифовка и затем накладывается красочное либо лаковое опыление. Если вы посмотрите на пол в этом цехе, здесь нет пыли. Это называется беспылевой цех, чтобы изделие, когда сушилось, сверху не накладывалось слой пыли. Тогда оно становится идеальным ровно. А чья краска? Есть китайская краска, есть тайванская краска, есть европейская, итальянская краска. Все зависит от завода. Немецкую краску очень часто используют, потому что она гипераллергенная считается. То есть, если есть дети дома, то ничего с ними не случится. Но вообще, как бы, вся краска, она безопасная. Уже какие-то очертания Да, приятные. у нас сразу видно, что это Офигеть. модели Минотти. Вот не сказать, что то, что мы видели в первом цеху, и вот это одно и то же здание. Да. А по факту, посмотри, обалденно. Ни одной заусенции нет. Красочка лежит хорошо. А вы людей сюда возите, заказчиков? У нас есть клиенты, да. Да, кто хочет присутствовать, посмотреть, то всех мы с Кто удовольствием. не боится тут ходить? Да, все верно. Если клиент приезжает к нам в Китай, то мы его можем провести по всем фабрикам, заводам, рассказать полностью, с каким деревом работает завод, каково производство и максимально предоставить профессиональные услуги с ответом на любой вопрос. Это вы молодцы. Можно заметить то, что он работает с опылением в том направлении, не в этом, Да, а в сторону том. воды. Да, чтобы все химические вот эти вот частицы лака, они направлялись в воду, и там уже происходила очистка. Прости, а вот эта дыра в стене, это имеет какое-то отношение к производству? Здесь, скорее всего, был установлен вентилятор да, для вентиляции, но его сняли. Я думал, они как-то столешницу, может, там проверяют. Нет, Специальная дыра в стене. В этом небольшом цеху девушки работают с тумбочками, то есть обивкой для тумбочек. Обивает эко-кожей. Откуда эко-кожа? Эко-кожа чаще всего это китайское производство, направлений производства очень много, всевозможные цвета, поэтому выбор просто гигантский. Десятки, сотни компаний производят в Китае эко-кожу, причем отправляют ее и на весь мир. А качество ее, долговечность? В отличие от натуральной кожи, она прослужит дольше, потому что она не будет никак затираться. Не нужно никакие специальные условия хранения. То есть, если, допустим, влажный климат, например, та же самая натуральная кожа, если за ней не следить, она может покрыться плесенью. Эко-кожа, конечно, уже не будет покрываться никакой плесенью. Если вы что-то разольете, например, на эко-коже вино, кофе, вы просто протираете и все, ничего не останется. Кожа может впитать. Сколько они в день тут выпускают? В день может быть много. Насколько мне известно, Сотни?
В месяц они должны произвести товаров на сумму от 3 до 5 миллионов юаней. А у них в деньгах выражение идет. Прежде Да, всего, не в да, количестве там. в деньгах. А что значит должны? Это потому что хозяин фабрики хочет столько заработать или потому что это нужно, чтобы фабрику это Содержать окупало? завод Да. это дорогое Зарплаты. удовольствие. 1000 человек, очень многие получают зарплаты именно в административных офисах. Нужно поддерживать постоянно свой бренд на рынке, чтобы клиенты от тебя не ушли. Причем у них также есть более сотни представительств по всему Китаю. А это значит, то есть, если представитель говорит, мне нужно сегодня 100 тумбочек, либо там в течение этого месяца, то нужно сделать, да. А это значит то, что, возможно, и ночью придется работать. И что, китайцы прям пойдут работать? Не скажут, идите нафиг, у меня выходной. Могут, но ночные уже зарплаты, либо дополнительные усиленные Ночная переработки зарплата выше, оплачиваются отдельно. Кстати, вот здесь небольшой склад продукции по металлу. Да, этот человек, женщина у нас отвечает за склад, следит за тем, кто выносит продукцию, кто вносит продукцию, и сразу же заводит это все в систему. Аккуратненько все, по полочкам. Да, здесь все, конечно, По лежит все бирочкам, по маленьким полочкам. Если будет сильно хаотично, то потом не разберешься. Вот, кстати, можете посмотреть, это знаменитые столики Fendi. Сразу видно, F у нас появляется. Подожди, Очень- это готовый уже? Или что это? Нет, это ножка, грубо говоря, без установленной столешницы сверху. Это на другом заводе сделано. У них есть свое производство по металлу, мы в дальнейшем еще Ё-моё. пройдем. Да, то есть это Столик уже- Fendi. Да, причем Fendi касса, и это направление производится еще со времен 1989 года. Бренд с 30-летней историей, который был образован знаменитым дизайнером Альберто Виньятелли, и который контролируется сейчас его дочерью Рафаэлой. Они выпустили первый диван, который назывался Форнезе. Это очень знаменитое имя в Италии, и многие говорят, что это самая прекрасная женщина, которая жила в Италии. Это Да. была знаменитая фаворитка Борджа, папы. Многие знают эту женщину по картине «Девушка с единорогом». Называли ее также «Прекрасная Форнезе». Слушай, а Fendi со спецназом сюда не завалится? Скажут, вы что, офигели тут наши столы поделывать? Пока что не было. Но я скажу то, что Но Fendi производство... в курсе, что вот это вообще происходит. Ну, Наверняка. Fendi, наверное, они понимают Да. это, но они не вмешиваются. Я хочу сказать то, что Fendi производство, оно очень массовое в Китае. Все любят Fendi. И Fendi это очень выделяющийся мебель. Китайский Fendi или оригинальный Fendi? Любой Fendi. Это у нас знаменитые стулья Корнелио Капеллини, вот с такими складками, установленными медальонами. Ножка полностью задняя обита таким же материалом, как и спинка. Это может быть эко-кожа, это может быть натуральная кожа. Передняя спинка покрытая лаком. И это произведено здесь Да. в разы намного дешевле, чем в той же Италии. А вот эти все швы, ниточки не полезут там через какое-то время? Нет, Это качественная история? это Они гарантию качественное, дают? конечно. Каждый завод за всю свою продукцию несет ответственность. И если даже нам клиенты затем обращаются, что у нас просто нитка Да. пошла, то мы обязаны предоставить замену изделия Да и ладно? сразу же пишем заводы, что происходит, почему такое случилось. А что за кресло, кстати? Это кресло Бугатти. Вот это Бугатти? Да, верно. Как тебе? Как Бугатти. Как Бугатти? Кресло руководителя, да. Сколько стоит? Такое кресло в оригинале будет стоить от 18 тысяч евро как минимум. Давай-ка. 18 тысяч евро. А у Бугатти также вот такие складочки кожи? Нет, в этом месте, конечно, это уже считается браком, потому что видно, что складок на этой части, например, нету. Это изделие еще, скорее всего, только подготовлено было мастером, но еще не проверялось главным quality control на заводе, который здесь присутствует. Вернемся в тот цех. Вернемся в тот Если цех. перескочили. Вот тут уже красиво. Швейный цех. Обратить внимание нужно, что производители высшей категории работают с немецкими станками швейными Dürkop Adler. Они очень прославлены на весь мир своей точностью, своей автоматизацией, переключению на вышивку любую. Профессиональная швея, она тоже на вес золота в Китае. Очень тяжело найти со стажем швею, где-то приблизительно 10-15 лет, чтобы она делала идеальные швы. Высокая, хорошая зарплата у хорошей швеи может достигать до 10 тысяч юаней. Это уже в разы больше, чем у стандартного работника. Но все равно это немного. Это немного, если В учитывать, Москве что у них стаж какой-нибудь- 50 лет может быть. Там, Я что им думаю, по что 50 в Москве лет. хорошая как бы. швея и 200 тысяч, наверное, Да, рублей может получать конечно, уже на каникулах. но Они, образование. блин, кресло Бугатти делают, именно Да, эти. и они, Fendi. возможно, даже не знают, что они делают кресло Бугатти. Да? Они работают с лекалами, с рисунками, но даже не имеют никакого представления, что эта продукция в той же самой Европе стоит просто бешеных денег. То есть, может быть, этот человек с 20-летним опытом
и делает не хуже Антонио, Конечно, а может быть даже лучше. а зарабатывает в 5 раз меньше. А Или в зарабатывает 10 раз. 10 раз меньше. А продают в 10 раз дороже. А я так понимаю, что есть заказы еще вроде такого, что строится ЖК, и нужно туда поставить Мебель. мебель. Да. И это какие-то колоссальные объемы. Была такая история, Да. я вам по секрету расскажу. По секрету. В городе Ханчжоу есть одна строительная компания, которая хотела перед пандемией 2019 года в своих квартирах поставить оригинальную мебель бренда Visionaire. Это супер люксовая мебель, диваны за 20-30 тысяч евро за маленькие диваны. Это вот люкс среди люкса. Это очень среди люкса. люкс среди Звучит люкса. хорошо. Это Такого у нас очень еще не дорогая мебель. И Да, они немножко отойдем. собирались- Шумно. Да. и они собирались поставить оригинальные модели бренда Visionaire в Это квартирах. итальянские в смысле. Да. Пацаны в чертежах разбираются. Но в итоге нужно было уже сдавать здание Да. клиентам. Кто-то им посоветовал этот завод, и они договорились выставить продукцию Visionaire реплики от этого завода в эти квартиры. Как оригинал. Как оригинал. Но они пообещали клиентам, что заменят это все. Я не знаю в итоге, что произошло, но Да. по слухам никто ничего не заменял. Они настолько были в восторге от этой мебели, что уже Серьезно? заключили на 4 года контракт с этой фабрикой. Я, Всё. кстати, хочу, чтобы вы на самом деле обратили внимание на того мастера, который с фонариком проверяет глянцевый металл. Металл в любой продукции, особенно итальянского производства, это очень важно, чтобы он был без единой царапины. Натирается специальными маслами, проверяется с фонариком, чтобы не было ни одной царапины, либо, если есть царапины, то в дальнейшем нужно шлифовать это изделие заново, снимать ножку, а это очень дорогое удовольствие. Красиво. Красиво. Причем смотрите, какое количество элементов. Полка из закаленного стекла внутри. Да, вижу. Обивка из черноседельной кожи. Это очень твердый вид кожи, который дает вот такой вот эффект твердости. Да? У нас внутри даже все ящички обитые кожей. Кожа не должна накладываться бугром на друг друга. Это тоже очень важно. Иначе уже это будет смотреться некрасиво. Когда работаешь с итальянскими репликами, Да. то, конечно, нужно обращать именно внимание на детали. О, стоп. Это вот не шутки. Это аккуратно. Это надо убрать это куда-нибудь. Что это? Ева, расскажи нам, пожалуйста, твоя очередь. Я вам расскажу. Да. Да. Это у нас, скорее всего, Visionaire. Офигенный, а? Это винный шкаф? Такой Очень необычный. красивые ножки, причем посмотрите на изгибы, какое у нас идет металлическое, грубо говоря, отверстие, в которую закладывается ножку, сверху у нас украшено брошированным металлом, изгибы каркаса у нас под углом, также у нас выполнена и сама дверца. У меня все равно до сих пор не состыкуется, пока в пазы не входит, что мы видели в начале и что мы видим вот здесь. Да, на финише. Вот это все, вот это. Это у нас натуральный мрамор. Натуральный мрамор? Натуральный мрамор. Говори, продолжай. Да, вот такие знаменитые комоды от Visionaire бренда тоже очень тяжело в оформлении, так как мы смотрели на красочных цехах, все должно быть идеально прокрашено, зашлифовано. Да. То есть я провожу пальцем, у меня не должно быть каких-то бугров, я их не чувствую. Это идеальная полностью шлифовка. Я лично знаком с боссом этого бренда, и он тратит просто колоссальные деньги на воссоздание реплик, то есть даже закупает оригинальные модели, Да? скрывает их, полностью высчитывает все размеры Да. и делает один к одному. Кстати, вот мы только что разговаривали про Bentley, вот представлен комод от бренда Bentley, Который с которым где? сейчас мужчина работает, со знаменитым темным шпоном. Это очень популярная модель на рынке, но единственное, они немножко ее облегчили, то есть здесь у нас просто идет прокрашено все лаком. У оригинала присутствует ромбическая вышивка как внутренней, так и с наружной части. Ого! Это очень Ё-моё. знаменитый стол от бренда Visionaire, считается одним из самых выдающихся рабочих столов для руководителя. Блин, сколько стоит? А оригинальный такой стоит где-то 27 тысяч евро. Полностью обивается натуральной кожей, устанавливает столешница из натурального мрамора. Не доделан еще, да? Да, это не Уже доделанный, но круто уже видно, что установленный лист брошированного металла, закрепляется на ножку, которая тоже полностью у нас обита. Это у нас замша идет, и с этой стороны у нас тоже он обит замшей с вышивкой. Классно. Ну и одно из самых тяжелых направлений в производстве – это шпанирование. То есть сначала шпон накладывается, шлифуются все места, как он это сейчас делает, Вот и это, затем да? натирается воском и лаком, и придается вот такой вот максимальный глянцевый эффект.
Коль, если уронит и поцарапает, и люди тут носят, ходят, там вот с дрелью чувак работает. Это очень опасно, Очень но так это тонко, уже очень тут тонко. ответственность заводов. Могут даже вычитать из зарплаты работника. Это, то есть он год бесплатно потом работает, да? Ну, не год бесплатно, Судя потому по- что оплачивается только бы деталь, возможно. Мы с 4 зданиями цехов закончили, мы можем переходить на новые. Еще у нас есть дополнительный цех по производству мебели, но он находится уже в другом месте. До него мы сейчас можем доехать. Господа, куда мы приехали? Мы сейчас приехали на дополнительный производственный цех. Здесь они производят диваны, кровати. Это все еще та одна компания. Это все та одна компания. Это уже фрезерный станок находится, который по картинке выпиливает все детали. Как они тут работают летом, в июле месяце? Очень жарко. То есть они тут в плюс 40, супер влажность, весь день работают. Да, и, конечно, обязательно должна быть одежда на тебе. Никому голым не разрешается работать. Мебель, выпущенная в июле, отличается от качества мебели, выпущенной в декабре. Влажность другая, но есть еще специальные цеха, которые высушивают древесину. То Да. есть либо поддерживают температуру, допустим, стандартную 29 градусов, 28 градусов, со специальными мелкими печами, которые, помогают высушить древесину, если очень сильно влажный климат. Но фабрика всегда отвечает за свою продукцию. Если древесина в итоге треснет у клиента, то они обязаны нам возместить эту продукцию. Можно ли прийти сюда и сказать, можно я вас стул куплю прям напрямую отсюда? Или там тумбу какую-то? Я думаю, что И вас сэкономить. просто не пустят на завод. А подкараулить... Сегодня так зашли, это не просто так. Это понятно, это понятно. Напрямую можно с заводом договориться о продаже там 5 стульев или 5 тумбочек Бугатти? Но Не в их интересах. если я просто вышел на завод и хочу, можно мне продать 2 стула? Да. Они говорят, можем, но не через нас. У нас есть наше представительство Да. в каждом городе в Китае. Вы можете с ними связаться, и они вам продадут нашу мебель. Понятно. Но стоимость, конечно, в разы увеличивается. И энергоэффективности и интерфейса. Вот эта подпорочка, видишь? Да, причем это один из самых дорогих и выдающихся диванов Вижионера, называется «Вавилонская стена», Вот это диван. Babylon Rock. Мне Да. вот эта вот вавилонская стена нравится. Ну, это Вот тоже, там. да. И если подойти ближе к этому дивану, полностью его задняя стенка сделана из квадратиков совершенно разной формы, и что напоминает вот эту стену Вавилона. Сколько стоит оригинал? Оригинал очень дорогой, более 30 тысяч евро. Более. Вау, вот то, что мы видели, да? На Да. выставке. У нас здесь недалеко от этого производственного цеха еще есть отдельный цех по обработке металла и камня. Но он находится в другой части, а у нас идет дождь. О, нифига себе там поливает. Да, у нас такой тропический ливень, нам нужно приблизительно 3 минуты, как он остановится, мы можем пройти туда. Хорошо. Через 5 секунд. Как часы? Что за мега-кровать? Смотрел фильм? Как же он? Ну да, сейчас она все и расскажет. И без объяснений она отсюда Только не не уйдет. груби ей, скажи, о, обожаю Лаэрда, он нормальный. Итальянская мебель, она чаще всего именно подходит для больших помещений, для Да. больших домов. Неважно, это диваны, либо кровати. И они, конечно, делают массивные изголовья. Большие диваны, которые выставляются в гигантских помещениях, чтобы все Вот кровать. могли смотреть на это произведение искусства. Ну неподъемные. Там же обычно снизу что-то Вот можно... она показывает, можно таким образом. вот прямо так вот. А это где? Не закупают отдельно, да? Да, это они уже закупают отдельно, причем можно эту кровать сделать как с дополнительными розетками, так и без. И перед вами это тоже кровать Вижионера. Эти кровати стоят у чиновников, монархий, шейхов всего мира, и это очень дорогие кровати, да. Модель Кафаскари. Мы можем, в принципе, пройти. Здесь выставлены уже слэбы Давайте. в разрезе Вроде натурального мрамора. А, это прям с карьеров им привозят, Да, да? вырезаются Из определенный рисунок, да, и вот в дальнейшем он приобретает уже форму на этом же заводе. Здесь также шлифуют мрамор, вот в таком небольшом цехе. Камень они используют разный, но чаще всего это их производство с Инфу либо с Фудена, но также иногда заказывают и из Италии напрямую. Обязательно должна быть установлена гидравлическая пила.
нестандартная пила не пройдет, она должна быть с водяным потоком. Что он сейчас делает? Он вырезал, получается, полностью уже столешницу, которую будет использовать, и шлифовал, видимо, бока. И причем это очень важно, зашлифовать очень хорошо кромку, так как, опять же, это не просто мрамор, это кварцит. Он имеет кристаллические здесь вкрапления, вот эти вот элементы другого камня. И если его неправильно зашлифовать, он просто треснет и может отойти. Это типа круто? Это Пандора, это очень дорогой кварцит. У кварцита есть тоже очень много названий, так же, как и у мрамора. Здесь шлифовка происходит. Вау. В Китае очень интересное покрытие используется для натурального мрамора. Вот итальянцы, они продают без какого-либо покрытия. Да. Но проблема в том, что натуральный мрамор сам по себе он пористый. И если пролить на светлом мраморе, например, кока-колу, кофе, то он начинает впитываться и остается пятно. Чтобы убрать вот это вот пятно, грубо говоря, нужно брать водный пресс и выдувать водой из мрамора, чтобы это пятно растеклось на большую поверхность и стало более-менее прозрачным. Они используют слой эпоксидной смолы сверху. Вот это что он выливает? Шлифуют его до такого состояния, что образуется такой эффект, как будто на столешнице имеется эффект воды. Такой слой кристаллический. И он как раз защищает натуральный мрамор от всего. Но есть проблема, что зимой, когда его отправляют при низких температурах, из-за того, что материал эпоксидной смолы и состав мрамора, они немножко несовместимы, то под воздействием какой-то вибрации он может отойти от мрамора. И тогда клиент получает столешницу с куском уже отбитого сверху вот этой вот эпоксид смолы. Он не понимает, что это такое. Как проблему-то решать? Вести аккуратно? Лучше всего зимой просто не отправлять эту продукцию. Вот, либо, есть нюансы, да? Да, либо Про декабрь зимой, или июль. да, либо зимой просто отправлять не обработанную эпоксидной смолой столешницу, то есть просто напрямую столешницу из натурального мрамора. Это цех по обработке и производству металла. Это что? А это Столовая. столовая. Да. А вот здесь как будто пыль металлическая, чувствуешь? Чувствуется, да. Там была, значит, краска, И- потом лак, Да. потом от дерева летело. Деревообрабатывающие капли и, конечно, здесь. Это оборудование у нас для шлифовки. Используется специальная наждачная бумага, где он зашлифовывает все элементы. Тоже все китайское. Что? Станки китайские. Станки китайские, да. Ножки Фэнди. Да. Чаще всего это как раз именно ножки Фэнди, потому что они квадратные. Значок F. Это уже готовое, почти. Да. А эти места еще дополнительно должны зашлифоваться, чтобы они стали вот такими глянцевыми. Вот такое было, да. А эти люди вообще вот как-то каталоги итальянской мебели смотрят, у себя там в группах в чате обсуждают вообще, что они делают, Я думаю, что какого нет. уровня они мебель делают. Я думаю, они просто работают. Это внутренняя часть столика у нас будет, причем это тоже Фэнди идет. И в принципе, зачем ее зашлифовывать? Ведь она же не видна. Но когда ты предоставляешь продукцию качества Европы, Италии, будь добр предоставить ее высшего образца. Никакого сплава даже с нижней части на стыке не должно быть. И он как раз берет и зашлифовывает это все. А у нас еще шоурум есть, да? Да, у нас еще есть шоурум. Попробуем, посмотрим? Давайте. Давайте. Куда мы приехали? Шоурум? Мы приехали в административное здание этой фабрики, где находится основной отдел продаж и 2 этажа их личного шоурума. Смотрим. Смотрим. Идем. Резко стало дороже и богаче. Чувствуется разница. Все это сделано вот там, Да, где мы сейчас сделано, только что где мы были. были на заводе, причем у этого производителя есть 3 здесь выставленных шоурума. Это у нас Фэнди, полностью вся Диван, гостиная. мрамор, стол, тумбы. Все сделано вот там. Все сделано из Фэнди. Даже пахнет тут приятно. Да, здесь даже пахнет приятно, причем это очень знаменитая модель. Как она называется? Это Келли браслет. У вас Да, что, всё контрольная работа? Проверяем. Ракета созвездия конструирует. Да. И вот это тоже, это все тоже китайское.
Где-то это ну, кто-то это делает. кто-то, да, скорее всего, производит. Причем Причем это все можно также заменить. Можно заменить цвет металла, можно заменить цвет стекла. сюда уже приходят такие очень важные клиенты, которым показывается, на что способен этот производитель. Как, например, вот эти диваны с вышивкой тканей, такие же, как используются на Фенди. Вот эти две полоски, которые еще участвовали на всех показах, когда главным дизайнером у Фенди это был Карл Лагерфельд. И такой же дизайн Рафаэлло, главный дизайнер Фенди Касса, использует и на своей мебели. Стол. Фенди. Вот только что мы видели, вот эта Да. шлифовочка шла. Шлифовочка, и можно заметить то, что вот А как колу раз... на нее можно Как раз проливать? есть вот этот Здесь слой. можно. Вот Можно здесь- колу проливать. Да, можно Да. посмотреть, что здесь присутствует такой небольшой эффект, как будто капля воды накладывается на саму столешницу. И вот это и есть эпоксидный слой смолы, который защищает столешницу от всего. Какой стульчик классный. Да. Я не то чтобы фанат вот этого всего, но... Слушай, тяжелый. Да. Нифига себе. Погоди, Он еще и вращается, да. можно? Конечно. Так, а тут чего? Тоже все красиво. Крестовая ножка, да, все должно быть аккуратно, чисто, без царапин, без неровных швов. А это у нас знаменитая кровать Роберто Кавалли. Роберто Кавалли мы сразу же видим по знаменитой змее. Роберто Кавалли любит работать с анималистичной стилистикой, это Животные. анималистичные принты. И вот это он использует также и на своей мебели. Оригинал кровати. Почем в Италии? Я думаю, точно больше 20 тысяч долларов. 15 тысяч баксов. Роберто Кавалли очень дорого. А через вас это заказать? Через нас это будет стоить, ну сколько, 2-3 тысячи. Плюс 15%. И ведь не сказать, что это мистер Ли. в цехах Мистер вот Ли там с Китая делает. делал, да. Да, в 7 утра, который выходит в цех. А это долговечное? Да, Это натуральная конечно. кожа? Да, это у нас, конечно, натуральная кожа. Вышивка Шарпей присутствует, которая была частым гостем на коллекциях Роберто Кавалли. Прикроватные тумбочки у нас также столешницы из натурального мрамора. Это. Все Китай. Конечно, это знаменитая картина Фенди. Они это это используют. Серьезно? Я думал, просто это стекляшка Нет, какая-то. это картина Фенди. Они используют этот аксессуар для расстановки в своих шоурумах. Это очень популярное направление в Китае изделия из эпоксидной смолы, либо из акрила. Но здесь в данном случае это эпоксидная смола. А как быстро китайские вот эти производители учатся копировать, делать реплики того, что Есть, придумали? да, есть фабрики, которые занимаются направлением мебели. Да. Значит, они копируют мебель. Есть фабрики, которые занимаются производством картин. Они копируют картины. Можно создать свою дизайнерскую какую-то работу, но если создали уже итальянцы, то почему бы не скопировать Мы свою тут- коллекцию? Мы в комментариях читали, девушка написала вот крик души, что называется. Значит, она говорит, все так. И более того, я разрабатывала, она дизайнер какой-то, архитектор, разработала свою линейку мебели, если не ошибаюсь. Прошло 2 месяца, и она увидела то же самое на Алиэкспресс в 3 раза дешевле. Она так ругалась на китайцев. И говорит, качество-то не хуже. Она заказала, пришло в 3 раза дешевле с Алиэкспресса. Такие дизайнеры даже могут обдумать такой вариант, чтобы привести свои дизайны и начать производство своей же коллекции, например, в Китае, и продавать ее по всему миру. Так а другие И это китайцы будет- скопируют? Нет? Возможно. А китайцы китайцев копируют? Копируют. Копируют, да. Это, кстати, знаменитый диван, Вавилонская стена. Вот тот самый. Да, один Да? из самых дорогих диванов, который был выставлен в 2021 году. Сколько денег вот за это и вот тут? За диван, кресло, столики, Столик, 2 стол кресла, вот и этот вот тумб. такой вот комод. Здесь у нас получается 1500, здесь 2, это будет, например, 3. Это получается 5500, 8500, плюс здесь еще получается 19500, но здесь мы возьмем, например, максимум 2. Это 11500, маленькие еще вот такие вот кашпо и украшения, ну, допустим, плюс еще свет, это 12-13 тысяч евро. А если за оригинал, А это тут один как оригинал, минимум оригинальный 40 один диван тысяч, стоит. так один диван. 40 за диван? Если все Это- сложить это вместе, ну, может быть, под 80 тысяч евро, 100 тысяч евро это будет стоить, конечно. это бешеная Мы еще не цена. говорим о дизайне самого интерьера. Вот эта коллекция Кафаскари, очень мягкие диваны. И, кстати, Визионер, вообще итальянский бренд, один из самых первых, кто начал использовать полиуретан. Поролон. Другие компании до этого не использовали. Они используют стандартную, ну, конский волос, например, там, перо, пух. А вот они первые, которые начали использовать в мебели
поролон и создали свое кресло в 1961 году. 61 Называется год. Mercury. И покорили просто весь мир. А почему китайцы не наймут дизайнеров и не сделают что-нибудь свое? Эта компания, да, у них есть также направление своего личного производства. Ага. В другом шоуруме мы потом пройдем, и я вам покажу их коллекцию, которую они воссоздали недавно. Я бы сказал, что это делал Антонио в самом добром расположении духа. Перед нами представлен диван Фенди, обеденная зона Корнелио Капеллини. Видно, что в ножке, в нижней части стола у нас Да. также устанавливаются пластины из натурального мрамора. Вот это вот. Да-да-да. Блин, под этим столом даже лежать приятно. Не то что сидеть за ним, Да. но и вот даже вот здесь где-то валяться 1 января. Вот это клевая штука. А что это? Италия. Прости. Прославились как раз своими моделями. Что такое? Клевая штука. Столько всякой фигни, прошу прощения, но симпатичной. Она еще такая мягкая. Это не просто кресло Линера Z. Это Линера Z кресло было первый раз придумано в 1973 году. 73-й год. Да, это винтажное кресло, и оно до сих пор популярно на весь мир. И Во, Линера Z идеально. продвигает это кресло постоянно. На каждой выставке это самый важный гость. Это Так удобно. кресло. В Китае его, кстати, называют червячок, Червячок. гусеничка. Это у нас знаменитые реплики бренда Baxter, который купил себе Тимати. Эти диваны отличаются от других, что они очень мягкие, и создается эффект максимального проваливания. Вы наслаждаетесь жизнью. Это глубокий диван. Это большие массивные подушки, и Да. они приглашают вас прилечь, присесть на этот диван и насладиться максимальным комфортом и уютом. Ну вот скажи, пожалуйста, вот всякие вот такие материалы. Китайцы видят оригинал, покупают, разбирают. Как быстро приходят к тому же уровню качества? За это отвечают уже мастера, заводы, которые занимаются производством ткани. В любом случае, это ткань. Да. Это у нас, в отличие от оригинала Baxter, который использует натуральную шерсть барашка, это у нас не натуральный барашек. А почему натуральную барашку нельзя? Многие не любят ставить натуральную шерсть барашка у себя дома. Дети, мало ли, животные есть Да. дома и так далее. И поэтому заводы по производству ткани, они изобрели такую уже не натуральную шерсть. Это вот тоже явно не дешевая какая-то штуковина. Это Baxter. Здесь вся зона Вот это? представлена Baxter, да. Ого! Мгм. Ну, это же просто коробка. Металлический куб с эффектом такой коррозии в Да. некоторых местах. И у нас получается дизайнерский стол от Baxter, сколько оригинал который стоит? стоит, ну, в оригинале может быть 6-7 тысяч евро. Здесь он будет стоить, например, Ты до хочешь себе 1000 столик евро. прикупить? А здесь сколько, прости? До 1000 евро. Хорошо, 6 раз дешевле, хорошо. Вот это классно. Это их личная коллекция. Во, наконец-то! Они работают в коллаборации Так. как с китайскими, так и с европейскими дизайнерами. Глава завода очень любит работать с дорогими, качественными природными материалами. И здесь у нас используется натуральный темный орех в каркасе всех моделей, выставленных здесь. Обивка у нас из натуральной кожи присутствует, миниатюрные металлические вставки. Крылья кровати у нас с небольшим изгибом. Ну, классная же кровать. Чего? Классная Зачем что-то кровать. копировать, когда сами могут сделать Да, хорошо? роверное покрытие на тумбочках, столешница из кварцита. Они могут делать, но очень многие клиенты, неважно в Китае, либо приезжающие из других стран к ним в шоурум, Да. очень многие, даже какая бы эта коллекция ни была, кстати, смотрите, здесь у нас представлен кварцит с подсветкой. Слушай, я куда вот не посмотрю, у меня глаз вот не отлипает. Вот этот стол, кресло, тумбочки, про каждую можно рассказывать долго. Да, и причем это качественные их материалы, и личная концепция. коллекция А уже вот это идет. вот, да? Это все идет лично. Это они не скопировали. Не скопировали. О, Это дизайнерские молодцы, работы да. в коллаборации с другими дизайнерами, которые они выставили здесь. Сколько, как вы думаете, они будут еще лет или какой период времени копировать, прежде чем они скажут, зачем? У нас К сожалению, сейчас как автомобили. К сожалению, это рынок. Рынок на копии, он будет всегда востребован, а это значит то, что всегда заводы будут выпускать реплики. Но пропорции, тем не менее, уже меняются. Они могут делать свою личную продукцию, они могут попробовать заявить о себе, выставить, например, свою продукцию на знаменитой миланской выставке салона Дель Мобиле, Да. которая проходит в Милане. И если они зарекомендуют о себе, то им просто можно полностью отказаться от реплик, О том я тебе и начинать говорю, продвигать да. свое производство. Вот тоже, кстати, их личная коллекция Ага. моделей с темным орехом. Интересное сочетание современного стиля и классической каретной стяжки. А потолок можно такой забабахать? Это недорого,
есть специальные производители, которые занимаются нержавеющей сталью. Они это все выбивают вручную с другой стороны и затем шлифуются, чтобы получился вот этот блеск. Были у нас клиенты, которые заказывали из таких панелей кухни. Это было очень красиво и шикарно. Это типа облицовку. Кухонный Фасад. остров с нижней части полностью у нас был обит вот такими вот металлическими панелями. Подожди-ка, кухни начинаются? Это их? Да, они открыли с прошлого года направление какое производства приятное на кухонь. ощупь. Причем это у нас печеный камень. Печеный? Спеченый камень, керамогранит. Здесь у нас кухонный остров состоит из двух частей. Это у нас столешница шпанированная, Ага. темным шпоном, а вторая столешница у нас, да. Они не подключили к электричеству. Да, не подключили к электричеству. Установлена подсветка Да. полностью под Италию. И везде присутствует большое количество ящиков для хранения. Коль, знаешь, что? Ни слова больше. Это тема для отдельного обзора. Это мы, Кухни. да, кухня Об это этом много отдельная говорили. история. И посуда. Ребятушки, имейте в виду, что если вас интересует что-то из этого, но планируем рассказать об этом отдельно, вот это, вот там еще уходит, там за стенками, и вот там компания «Глобус», Николай, Ева, можете обратиться, но у вас только оптовые продажи. Правильно? То многие спрашивали, хочу купить стул, они мне его не продали, ругались в комментариях. Мы можем как оптовые заказы укомплектовать, Да. так и чтобы обставить, например, целую квартиру. Да, мы можем всегда проконсультировать. То есть у нас были также моменты, когда мы комбинировали контейнеры, да, всё с, верно. с Например, два некоторыми заказа клиентами. уезжали вместе. Да, поэтому пусть Варианты есть. обращайтесь, а мы вам всегда подскажем, поможем. По кухням. Найдем вариантик рассказать? По кухням Есть мы шоурумы? обязательно, да, у нас есть шоурумы, фабрики, с которыми мы готовы вас также познакомить и сделать обзор. Ребятки, ждем ваши комментарии, пожелания и прочитаем все эти комментарии и следующие обзоры, если вам это будет интересно. Вот с Николаем и я придумаем план и поснимаем что-нибудь интересное. Да, еще раз спасибо большое. Спасибо. Ева. Всегда приятно с вами пообщаться. Ждем ваши комментарии, увидимся. Пока.